Всем привет! Сегодня мы поговорим, как черешня влияет на наш организм. Вы узнаете, кому полезен и вреден эта ягода. Так что устраивайтесь поудобнее, подпишитесь на канал, если не подписаны, и ставьте палец вверх. Приятного просмотра! Черешня является одной из самых древних форм вишни и фруктовых деревьев. Черешню часто путают с вишней. Эти плоды имеют внешнее сходство, однако существует ряд определенных признаков, по которым можно легко отличить черешню от вишни. А именно, черешня сладкая и мясистая, а вишня сочная с кисловатым привкусом. Листья черешни более крупные. Плоды черешни могут быть от светло-желтого до темно-бордового цвета, а плоды вишни от красного до красно-коричневого цвета. В молодом возрасте дерево быстро растет, формируя яйцевидную крону. У молодых деревьев крона коричневого цвета с красными или серебристыми оттенками и полосками. Цветки появляются раньше листьев. Цветет черешня с апреля или мая месяца. Плоды шаровидной, сердцевидной или овальной формы, от светло-желтого до темно-бордового цвета. Самые крупные плоды достигают до 2 см в диаметре. Мякоть очень сочная и мясистая, внутри которой находится одна твердая косточка. Состав черешни. В составе черешни содержится много сахаров, несколько органических кислот, включая яблочную, пектины и пищевые волокна и высокое содержание витамина С. Всего 100 грамм ягод покрывают до 20% суточной потребности организма. В листьях черешни витамина С еще больше, поэтому чай с ними будет полезен при простуде. Вещества, содержащие в ягодах черешни, участвуют в кроветворении, снижает свертываемость крови, укрепляет капилляры, за счет чего уменьшается риск возникновения тромбов. Черешня, как и другие темные ягоды, содержит полифенолы, которые замедляют старение мозга и помогают улучшению памяти. Благодаря антиоксидантам черешня улучшает состояние кожи, помогает организму быстро избавиться от шлаков и токсинов. Сок черешни полезен при ослаблении моторики желудка, стимулирует пищеварение, он также показан при болях в желудке. Кроме того, сок снижает уровень плохого холестерина в крови. Сок и компот черешни рекомендуются людям, организм которых не воспринимает плоды в сыром виде, так как кислоты при обработке нейтрализуются, а целлюлоза легче обрабатывается. Польза черешни. Черешня относится к низкокалорийным продуктам. Ее калорийность составляет 50 килокалорий в свежем виде и 54 килокалории в консервированном виде. Благодаря наличию в плодах ретинола очень полезно употреблять их для укрепления костных тканей и укрепления сетчатки глаз. Наличие витамина В1 в плодах помогает в работе обменного процесса веществ. Наличие витамина В6 помогает в работе печени, головного мозга и сердечной мышцы, а никотиновая кислота полезен для стимулирования дыхательного процесса в клетках. Содержание кумарина и оксикумарина в плодах влияет на снижение свертываемости крови и препятствуют образованию сгустков крови в сосудах. Плоды темных сортов полезны при высоком артериальном давлении и для снижения холестерина. Это свойство возникает в результате содержания в черешне калия, который выводит жидкость из организма, в то время как натрий задерживает жидкость. Калий, поступая в организм, снижает нагрузку на сердце и почки, выводя лишнюю жидкость. Переизбыток калия регулируется организмом. Фрукт полезен при заболеваниях печени и почек, благодаря содержанию в ней фосфора. Это помогает укрепить стенки органов и выводит токсины из организма. Также следует употреблять плоды при ревматизме, подагре и артрите. Полезно ежедневно съедать стакан черешни для уменьшения боли и выпивать по половине стакана сока при коликах и запорах. При спастических коликах, запорах, атонии и прочих заболеваниях кишечника полезно употреблять свежие плоды и компоты. Вещество амигдалин помогает снизить боль в желудке и стимулирует аппетит, а клетчатка помогает при дисбактериозе. При содержании во фрукте множества органических кислот он имеет щелочную реакцию, поэтому фрукт полезен при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. В плодах содержится много магния, который отлично помогает справиться с бессонницей, неврозами и стрессом. Для диабетиков плоды черешни считаются альтернативным продуктом из-за большого количества в них фруктозы. При косметологических дефектах полезно наносить питательные маски, состоящие из сметаны и протертых плодов.
Маска из черешни прекрасно очищает и снимает омертвевшиеся клетки и питает кожу. А горячий компот из плодов без сахара полезен при кашле. Он обладает отхаркивающим эффектом. Отвар из цветков и листьев является сильным противовоспалительным и антисептическим действием, что очень полезно при простудных заболеваниях. Вред и противопоказания. Не рекомендуется употреблять много черешни при сахарном диабете. При наличии аллергии рекомендуется кушать только светлые плоды. Противопоказано употреблять их при непроходимости кишечника. Во время беременности не рекомендуется кушать больше, чем 500 граммов в день. Также нежелательно кушать фрукт после еды, рекомендуется подождать 30 минут. Чтобы избежать вздутия живота, нужно кушать черешню спокойно, поштучно и не более 300 граммов за один раз. Конечно, не стоит рассчитывать, что усиленное употребление черешни избавит от всех проблем со здоровьем, но польза будет. Эти ягоды одинаково хороши для детей и взрослых, а женщинам помогают улучшить сон в период менопаузы. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!